Он хотел быть сильнее всех и стал самым слабым. Он хотел быть первым и стал последним. Он был уверен, что управляет своей жизнью, и теперь не знал, что с ним будет завтра. Он ослеп. Творец Вселенной, всемогущий Бог, стоял у дверей его окаменевшего сердца и ждал, когда его услышит разбойник, предатель и убийца. Князь Владимир. Киевский князь Владимир всегда добивался своего. Любой ценой. Не останавливаясь ни перед чем. В 18 лет он захватил власть в Киеве. К 20 годам заново собрал разрозненные русские земли и, добавив к ним новые, создал огромное государство. За 8 лет он совершил 10 победоносных походов, чем превзошел даже своего отца, великого воина. В свои 27 лет он еще ни разу не оказывался побежденным. Ему удавалось все. И как удавалось? Такого размаха и мощи на Руси еще не знали. Он собрал на своем дворе богов неба, земли и солнца. Он устраивал грандиозные жертвоприношения и сам был верховным жрецом. И вот уже упираясь головой в небо, на самой вершине власти и могущества, после стольких блистательных побед он потерпел сокрушительное поражение. Великого князя победил простой воин, варяг Федор, который предпочел умереть, чем отдать своего сына в жертву языческим богам. От всех других Федор отличался только одним. Он исповедовал христианскую веру. И это означало, что распятый бог христиан давал верующим в него огромную силу. Силу, неведомую язычникам. Время старых богов заканчивалось. Новое время властно требовало веры в единого Бога. К концу X века Русь оставалась едва ли не единственной языческой страной Евразии. К юго-востоку от Киевской Руси простирался мир ислама. К востоку лежали земли сокрушенного Святославом хазарского каганата, религией которого был иудаизм. С запада Русь граничила с западным христианством. Датский конунг Харальд Синезубый крестился в 960 году, польский князь Мешко I в 966 году. И тогда же чешский князь Болеслав II Благочестивый. Еще через 12 лет западными христианами стали вчерашние кочевники-венгры. К югу от Руси лежали владения Византии, носительницы восточного христианства. К юго-западу располагались земли Болгарии и Сербии, к тому времени уже давно принявших от Византии православие. Владимир позаботился о том, чтобы купцы разнесли по всем окрестным землям весть о том, что князь Киевский готов отказаться от язычества. И теперь ждал отовсюду проповедников, которые будут перетягивать его каждый в свою веру. Владимир не торопился. Он понимал, что от его выбора зависит судьба его страны. Пришли болгары магометанской веры, говоря: «Ты, князь, мудр и смыслен, а закона не знаешь. Уверуй в закон наш и поклонись Магомету».
внимательно и благосклонно выслушал имамов из Волжской Булгарии. Расспросил об установлениях шариата. Дружина и бояре Владимира знали, что вера в Аллаха – это вера победителей. Князю понравились простота и строгость арабской веры, но не понравился запрет на свинину и вино. Имамы были ошарашены легкомыслием князя. Конечно, это была лишь отговорка. Великий Каган всех славян попросту не захотел чужого. Слишком не похожего по культуре, обычаям, по всему складу жизни на жизнь его народа. Неистовая и страстная вера мусульман, рожденная в раскаленных аравийских песках, показалась ему неподходящей для лесных просторов русской земли. Потом пришли немцы из Рима, говоря: «Пришли мы, посланные папой. Наша вера — свет. Кланяемся мы Богу, сотворившему небо и землю, звезды и месяц, и все, что дышит». Владимира сразу же насторожило упоминание папы как посредника между ним и Богом. Необходимость признать над собой чью-то власть в земных делах его не устраивала. Но он хотел понять суть христианского учения, и поэтому сразу же задал главный вопрос. «В чем заповедь ваша?» Латинские миссионеры были наслышаны о неудаче мусульман и с готовностью предложили Владимиру то, что с их точки зрения было для него наиболее привлекательно. Пощение по силе. Если кто пьет или ест, то все во славу Божию, как сказал учитель наш Павел. Владимир был разочарован и отказал им без объяснения причин. «Идите обратно, так как отцы наши не приняли этого», невежливо намекая на то, как его отец Святослав изгнал из Киева посольство Папы Римского. Услышав об этом, пришли хазарские евреи и сказали: «Слышали мы, что приходили болгары и христиане, уча тебя каждой своей вере. Христиане же веруют в того, кого мы распяли, а мы веруем в единого Бога Авраамова, Исаакова и Иаковля». Заносчивость мудрых раввинов Владимира покоробила. Очевидно, он уже знал кое-что о судьбе еврейского народа. И сразу задал самый болезненный вопрос. «А где земля ваша?» Иудеи ответили: «В Иерусалиме». Владимир беспощадно уточнил, точно ли там. Раввины вынуждены были с болью признать, что земли у иудеев нет, ибо Бог разгневался на свой народ и рассеял его по лицу земли. «Как же вы других учите?» — свысока укорял их Владимир, «когда сами отвержены от Бога и рассеяны. Или и нам того же хотите?» Однако ни особенности древнейшей в мире религии, ни отношения Бога со своим народом киевского князя не интересовали. Израиль погиб под пятой Рима, а иудейскую Хазарию разбила Русь. Вере иудеев принадлежало прошлое. Владимир жаждал религии будущего.
Затем прислали греки к Владимиру философа. Он же сказал: «Если хочешь послушать, скажу тебе с самого начала, чего ради Бог сошел на землю». Византийский философ не стал говорить об обрядах и законе. Он сразу развернул перед киевским князем невероятные пророчества о пришествии Сына Божия, исполненные Христом. Пересказал Евангелие так, будто сам ходил рядом с Иисусом. Слушая философа, Владимир вроде бы начал понимать что-то о христианах. Но самое главное оставалось недоступным. Как это возможно? Бог всемогущий и беспредельный. Как может Он стать настолько слабым, чтобы дать себя казнить мучительной и позорной смертью? Разве Он может умереть? Грек отвечал: Бог может все. В палате сгустилась тишина. Владимир долго молчал, тяжело с напряжением раздумывал. Наконец сказал философу, что все его слова сложил в сердце, но хотел бы еще подумать, посоветоваться, еще раз испытать разные веры. Никто не знал, что Владимир уже принял решение. Однако все должно быть устроено так, как будто это не личный выбор князя, а коллективное желание государственных людей. И Владимир продолжил свою многоходовую игру, которая называлась «Испытание веры». Созвал Владимир бояр своих и старцев городских и сказал им: «Что же вы посоветуете? Что ответите?» И сказали бояре и старцы: «Знай, князь, что своего никто не бранит, но хвалит. Если хочешь поистине все разузнать, то ведь имеешь у себя мужей. Послав их, разузнай, какая у кого служба, и кто как служит Богу». Владимир отправил посольство в Волжскую Булгарию, Священную Римскую империю и Византию. Послы должны были побывать на богослужениях ислама, западного и восточного христианства и описать князю свои впечатления. Во главе посольства, отправленного в Константинополь, стоял Олаф Трюгвасон. И это тоже было не случайно. Владимир знал, что Олаф не верит ни в богов, ни в духов, и что он равнодушен к внешней красоте обряда. Но впечатления послов превзошли все ожидания Владимира. «И пришли мы в греческую землю, и ввели нас туда, где служат они Богу своему. И не знали мы, на небе мы уже или еще на земле. Ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой. И не знаем, как и рассказать об этом. Знаем мы только, что пребывает там Бог с людьми. Не можем мы забыть красоты той, ибо каждый человек, если вкусит сладкого, не возьмет потом горького. Так и мы не можем уже здесь жить». Сказали еще бояре: «Если бы плох был закон греческий, то не приняла бы бабка твоя Ольга крещение, а была она мудрейшей из всех людей». Это было именно то, что Владимир и хотел услышать. Он знал, какое богослужение произведет самое сильное впечатление. Ни в Волжской Булгарии, ни в Германии даже близко не было таких грандиозных храмов, как София Константинопольская. Храм Святой Софии в Константинополе был построен при императоре Юстиниане в VI веке и на протяжении 1000 лет, вплоть до строительства собора Святого Петра в Риме, оставался самым большим храмом в христианском мире.
Его длина 75 метров, ширина 68 метров. В таком пространстве поместились бы 150 киевских дворов и не менее 400 языческих капищ. Расстояние от пола до вершины центрального купола более 55 метров. Диаметр купола 31 метр. И все это пространство было наполнено светом. Мрамор, стены, мозаики на золотом фоне, колонны из порфира, малахита, зеленой яшмы, драгоценная утварь, сияющая самоцветами, тканные золотом парчевые ризы духовенства, штат которого насчитывало более 500 человек. Византийская империя была самой мощной и богатой из всех европейских держав. И вот уже более 500 лет ее мощь держалась на православном христианстве. Именно такой рычаг и нужен был Владимиру. Но он хотел получить веру не как милостыню из рук империи, и даже не как дар, а как добычу. Момент для этого был самый удачный. В Византии на фоне тяжелой войны с арабами и болгарами шла ожесточенная гражданская война. И дела императора были очень плохи. Гражданская война в Византии – это десятилетняя смута, происходившая в начале правления императора Василия II Болгара-Бойцы. Мятеж сразу двух высших военачальников – Варды Склира и Варды Фоки. 14 сентября Варда Фока открыто провозгласил себя императором и во главе вставшей на его сторону армии выступил на Константинополь. За ним пошла вся провинциальная знать, видевшая в нем своего императора. К концу года Фока уже контролировал всю восточную часть империи, все морские порты Малой Азии и готов был взять в полную блокаду Константинополь. Царь Василий был озабочен Вардой Фокой по причине силы его войск и победы его над ним. И истощились его богатства, и побудила его нужда послать к Владимиру, царю русов, чтобы просить помочь ему в настоящем его положении. По договору 971 года, заключенного еще князем Святославом с императором Иоанном Цимисхием, русское государство было военным союзником империи. Вместе с миссионером-философом в Киев прибыло целое посольство, чтобы получить от Владимира военную помощь, в которой император нуждался как никогда. Владимир был прекрасно осведомлен о гражданской войне в Византии и об отчаянном положении императора. Он заявил послам, что окажет помощь только в том случае, если император согласится отдать ему в жены свою родную сестру, царевну Анну. Послы пришли в ужас. Это условие выполнить было невозможно ни при каких обстоятельствах. Если когда-либо народ какой-нибудь из этих неверных и нечестивых северных племен попросит о родстве через брак с Василевсом Ромеев, то есть либо дочь его получить в жены, либо выдать свою дочь Василевсу или сыну Василевса, должно тебе отклонить эту их неразумную просьбу. Анна была не просто царевна, но парфирородная, то есть рожденная в Парфире, особом покое императорского дворца, где рождались дети правящего императора. Парфирородные царевичи и царевны были окружены особым священным ореолом. Их судьбы мистически связывались с судьбой империи, и они не должны были покидать ее пределы. Единственная и нежно любимая сестра императора Анна была недоступнее Луны. К ней уже сватались лучшие женихи Европы, в том числе сын императора Священной Римской империи, и все неизменно получали отказ. И вот теперь Василий II должен отдать ее известному своим неистовым женолюбием северному варвару? Но просто отказать киевскому князю означало бы потерять так необходимую Византии военную помощь. Если его женой станет парфирородная царевна, князь Владимир не просто войдет в сообщество величайших государей Европы. Он окажется на самом верху этой иерархии. Он – сын рабыни, который каких-то 10 лет назад позорно бежал от собственного брата и совсем недавно управлял от силы 3 городами дикой лесной страны на задворках Европы. Естественно, этот брак был невозможен, пока киевский князь оставался язычником.
Владимир выразил готовность креститься. И теперь ждал ответа из Константинополя. Ответ пришел. Очень быстро. И вызвал всеобщее изумление. Император Василий принял условия князя Владимира. Согласился выдать за него сестру. Согласился заочно стать ему крестным отцом. Согласился послать в Киев священников и епископа. Согласился на все, лишь бы получить военную помощь. Любимая сестра, царевна Анна, оказалась всего лишь разменной монетой в этом торге двух правителей. Когда-то греки переиграли его отца, князя Святослава, что стоило ему жизни. Владимир не собирался повторять ничьих ошибок. Он заранее все просчитал и намеревался использовать в своих интересах всю веками отточенную мощь и хитрость византийской дипломатии. А пока, во исполнение договора, Владимир отправил значительную военную помощь императору Василию, будущему родственнику и крестному отцу. Когда было решено между ними дело о браке, прибыли войска русов и соединились с войсками греков, которые были у царя Василия, и отправились вместе на борьбу с Вардою Фокою, морем и сушей, и победили они Фоку. Русское войско помогло грекам переломить ход гражданской войны. Теперь император должен был выполнить свои обещания. Владимир ждал приезда царевны Анны, дочери и сестры византийских императоров Македонской династии, своей будущей, шестой по счету жены. Однако прошла весна, за весной прошло лето, наступила осень, а невесты все не было. К исходу осени Владимир понял, что его обманули. Греки получили русское войско, но выполнять свою часть соглашения явно не торопились. Анна отвергла Владимира, как когда-то это посмела сделать гордая Рогнеда. Тяжелое оскорбление, которое можно смыть только кровью. И это означало, что Владимир мог наконец-то завершить свою хитроумную игру мощным и эффектным аккордом. Силой оружия получить от Византии то, что ему нужно. Киевский князь пошел войной на Корсунь, северные ворота империи, главную крепость и оплот Крыма. Город, который русские именовали Корсунь, а византийцы Херсон, изначально назывался Херсонес, от греческого «херсонисос» – полуостров, и был основан в V веке до нашей эры как древнегреческая колония. В X веке нашей эры Херсонес представлял собой мощную крепость, считавшуюся неприступной. С севера Черное море, с востока залив, нынешняя карантинная бухта Севастополя, с запада залив, который сейчас называется Стрелецкой бухтой. Со всех сторон город был окружен каменными стенами до 15 метров высотой и от 3 до 10 метров толщиной. На самых опасных участках была возведена дополнительная боевая стена. С момента основания и до конца X века Херсонес пережил множество осад, но не был взят врагом ни разу. Владимир подошел к Корсуни с большим войском. Около 6000 человек на 200 ладьях. И быстро убедился – штурмом город не взять. Русы были сильны своим натиском в ближнем бою. Воины под его предводительством не раз побеждали в открытых сражениях. Но штурмовать многометровые каменные стены и башни им еще не приходилось. Владимир велел соорудить насыпь, чтобы по ней войти в крепость поверх стен. Но греки сделали пробоину в нижней части стены и через нее подкапывали насыпь, унося землю внутрь города. В течение 6 месяцев город стоял неколебимо. В конце концов, князь применил проверенный метод. Если враг не сдается, значит, дело решит измена. И вот некий муж-корсунянин пустил стрелу, написав на ней «Перекопай и перейми воду. Идет она по трубам из колодцев, которые за тобою с востока». Владимир же
тотчас повелел копать на перерез трубам. После 6 месяцев изнурительной осады рассчитывать на великодушие победителей не приходилось. Как и полагалось, Владимир отдал город своему войску на поток и разграбление. Воины грабили, насиловали и убивали. Громили, жгли и сметали все на своем пути. Это было их право. Вечное право войны. Никакой предводитель не смог бы их остановить. Но продолжалось это недолго. Владимир пришел не брать чужое, а заставить отдать свое. До самой грандиозной, невероятной, ослепительной его победы оставался один шаг. Узнав о падении Корсуни и осознав, что угроза Владимира далеко не пустой звук, император предпочел более не искушать судьбу. Участь принцессы Анны была решена. Ей, нежному ангелу, парфирородной царевне, предстояло навеки покинуть родину. Ее синее небо, благоухающие сады, мрамор дворцов и отправиться в холодную страну сумрачных, непроходимых лесов. Анна твердо заявила, что лучше умрет, чем поедет на Русь. Но брат-император был непреклонен. Может быть, обратит тобою Бог русскую землю к покаянию, а греческую землю избавишь от ужасной войны. Она же, обратив лицо свое к святой Софии, начала плакать, глаголя молитву сию. «Господи, не оставь слез моих от противящихся десницы Твоей, сохрани меня. Господи, яко зеницу ока и крылом Своим укрой меня, ибо все Тебе подвластно, и слава Твоя в века. Аминь». Киевский князь Владимир Святославич мог торжествовать. Без преувеличения, это была самая крупная победа за всю его жизнь. Он пришел на берег теплого моря, к вратам тысячелетней Ромейской империи, и вот врата рухнули под его пятой. Он возжелал самую недоступную в мире женщину, и вот скоро она станет его женой. Слава князя Владимира и силы его превзошли все мыслимые пределы. И нет под небом ничего, что могло бы его остановить. Что почувствовал этот властитель, когда свет внезапно стал меркнуть перед его глазами? Слухи о буйстве и жестокости Владимира готовили Анну к самому страшному. Но когда спустя неделю плавания корабль Анны прибыл в Корсунь, она увидела перед собою жалкого слепца.
Великий князь Киевский был воином. И сейчас он не ждал пощады ни от судьбы, ни от людей. Но когда в своей кромешной тьме он услышал тихий голос Анны, то это был голос человека, который ему сострадал. И было такое у Владимира первый раз в жизни. Тихий голос невидимой женщины. Шелест тяжелого шелка. Еле уловимый аромат незнакомых цветов. Легкое, как крыло бабочки, прикосновение. Он хотел удержать ее, но не посмел даже пошевелиться. И он поверил ей мгновенно и безоговорочно. Как можно верить только в детстве. Трижды греческий священник с головой окунал князя в купель. И после третьего раза свет хлынул Владимиру в глаза. Но это был уже иной свет. И иные глаза. Он даже не сразу понял, что снова видит. Потому что важнее всего в тот момент было внезапное, как молния, осознание того, во что верят христиане. Бог. Распятый, погребенный и воскресший, невозможный и несомненный, смертью победивший смерть. Он смотрел на Владимира и звал за собой. И непонятная греческая надпись стала теперь понятна Владимиру. Эти слова он услышал своим ожесточенным и измученным сердцем. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Вчерашний завоеватель бродил по древней Корсуни. Еще вчера этот город был чужим и враждебным. Сегодня он стал его родиной, местом рождения нового человека, раба Божия Василия. Невесомые облака росного ладана плыли в искрящемся воздухе. Владимир украдкой взглядывал на стоящую рядом невесту. И явственно видел нежное сияние, исходящее от ее лица, подобно ликам ангелов. И увидел ясно лицо царицы, и поцеловал ее, и венчался с нею, и полюбил ее больше всего. Была ведь она любима Богом. А чудо этого же и многие из дружинников в войске крестились. Владимир и Анна проживут в любви и согласии много лет, и даже смерть не разлучит их. Владимир заранее позаботится об этом. Он вывезет из Корсуни 2 мраморных саркофага. Спустя 22 года их гробницы встанут рядом бок о бок в Десятинной церкви Успения Пресвятой Богородицы в Киеве, возведенной на месте двора первых христианских мучеников Федора и Иоанна, в самом сердце новой христианской Руси. Придя в Киев, велел Владимир кумиров низвергнуть, одних изрубить, а других огню предать. Перуна же приказал привязать к хвосту конскому и волочить его с горы по Боричеву к ручью, и приставил 12 мужей колотить его палками. И, приволочив, кинули его в Днепр. И сказал Владимир: если пристанет где к берегу, отпихивайте его, пока не пройдет пороги. Тогда только оставьте его. Казнь и изгнание деревянных идолов были совершенно языческим ритуалом, знакомым и понятным всем, а потому действенным. Каждый год в каждом селении подобной казни подвергали чучело Масленицы, Костромы, Купалы, Ярилы, прощаясь до будущей зимы или весны. Плач и причитания подчеркивали уход божества в иной потусторонний мир, а главным путем на тот свет, согласно очень древней традиции, служила река.
Во время провода в Перуна киевляне должны были попрощаться с ним и с другими своими божествами, так как привыкли это делать прежде. Но теперь уже не на время, а навсегда. И поставил церковь во имя святого Василия на холме, где стояли идол Перуна и другие, и где приносили им жертвы князь и люди. И по другим городам стал ставить церкви и определять в них попов, и приводить людей на крещение по всем городам и селам. Следующим шагом стало крещение сыновей князя и всех членов его семьи. Каждый мог прийти и полюбоваться великолепной церемонией. Княжичи крестились в источнике у впадения Почайны в Днепр, позже его назовут Крещатик. Все они получили новые христианские имена. Святополк был наречен Петром, Ярослав Георгием, Мстислав Константином, Борис Романом, Глеб Давыдом. Все эти имена часто встречались в византийской императорской семье. Киевский князь по праву считал себя ее неотъемлемой частью. Затем разослал Владимир посланцев своих по всему городу, сказать: если не придет кто завтра на реку, будь то богатый или бедный, или нищий, или раб, будет мне врагом. На следующий же день вышел Владимир с попами Царицынами и Корсунскими на Днепр, и сошлось там людей без числа. Вошли в воду, и стояли там одни погрузившись, молодые же у берега, некоторые держали младенцев, а взрослые бродили. Попы же, стоя, совершали молитвы. И была видна радость великая и на небе, и на земле по поводу стольких спасаемых душ. Главным аргументом в пользу новой веры стал сам князь, изменившийся и словно переродившийся после крещения. Он принял новую веру искренне и горячо. Он не отделял своей личной судьбы от судьбы своего народа. Крестившись сам, он крестил Русь. Вскоре Владимир отправляет посольство в Константинополь и возвращает империи город Херсонес в качестве вена, традиционного для славян выкупа за невесту. После этого он немедленно распускает свой многочисленный гарем. Причем заботливо устраивает дальнейшую судьбу каждой из своих жен и наложниц, замужество каждой вкупе с хорошим приданным. Строит во множестве храмы. Иностранные гости будут изумляться обилию каменных церквей в лесной по преимуществу стране. Добивается приезда из Константинополя в Киев архиепископа Леона, чем возвышает русскую епархию до уровня митрополии. Учреждает школы, закладывает основы книжной культуры. Уже через поколение этот посев принесет богатые всходы. Митрополит Иларион, Яков Мних, впоследствии преподобный Нестор Летописец, Даниил Заточник. Эти люди положат начало великой древнерусской литературе. Выписывает из Византии многочисленных мастеров иконописи и архитектуры, чем готовит подлинный расцвет самобытного древнерусского искусства. Поражает современников размахом благотворительности. Отныне легендарные пиры князя Владимира могут посещать все без исключения. Для многих сирых и убогих это является буквальным спасением от голодной смерти. Тем же, кто по болезни не может дойти до княжеского двора, еду и питье привозят на дом. И так происходит не только в Киеве, но и в других городах. Во исполнение заповеди «Не убей» Владимир отменяет смертную казнь даже для опасных преступников. Высшим иерархам церкви впоследствии придется специально убеждать Владимира в необходимости карать виновных и брать грех на душу во имя спокойствия и процветания Богом вверенной государю земли. По-прежнему успешно сдерживает усилившийся натиск печенегов. На границе со степью начинает строительство огромной и протяженной засечной линии, закладывает цепь мощных крепостей, заселяет их выходцами с севера, устанавливает систему дозоров и формирует заставы богатырские. Эти военные реформы на столетия вперед определят для Руси стратегию борьбы со степью. Путем заключения династических браков своих многочисленных детей прочно входит в семью христианских государей Европы. И уже через одно поколение митрополит Иларион с гордостью и по праву напишет: Ведь владычествовал он не в безвестной и худой земле, но в русской, что ведомо во всех наслышанных о ней
4 концах земли. Чем сильнее болело сердце, тем горячее была его молитва. К концу жизни на старого князя каменной плитой легло одиночество. Он вдовел уже 4 года и успел потерять 2 старших сыновей – Изяслава и Вышеслава. А со средними было совсем неладно. Святополк, сидевший в Турове и женатый на польской королевне, замыслил мятеж против отца при поддержке своего тестя, польского короля, но был разоблачен и заперт в темницу. Ярослав, княжевший в Новгороде, вдруг отказался выплачивать Киеву традиционную дань, то есть открыто выступил против власти Киева и киевского князя. Владимир понимал, что необходимо идти в поход на Новгород, на родного сына Ярослава, чтобы предотвратить подобные попытки других посадников и воевод, чтобы не допустить смуты и распада Руси. И тогда он велел расчищать и готовить к походу дороги на Новгород, надеясь, что Ярослав устрашится и одумается. Ярослав устрашился и привел из-за моря варяжскую дружину, в точности повторяя юношескую историю самого Владимира. Отец и сын готовились к войне, любой исход которой был бы одинаково трагичен. Владимиру предстояло убить родного сына, либо взвалить на него тяжкий грех отцеубийства. Господи, Владыка благий, помянул Месси и привел Месси на свет, и познах тебя, все твари Творца. В тьме бяху, дьявол, служа и бесом, но ты меня святым крещением просвети. Так я зверь бях, много зла творях в поганстве и живяки скотина. Но ты меня укрыть и наказа свою благодать. Слава тебе, Боже, в Троице славим Отче и Сыне и Святый Душ. А чем меня хочешь и казнить, казни сам меня, Господи. Бесам не предашь меня, Господи. Слава тебе, Боже. Бог не дал дьяволу радости. Владимир умер июля в 15-й день. Узнав об этом, сошлись люди без числа и плакали по нем. Бояре, как по заступнике страны. Бедные же, как о своем заступнике и кормителе. И положили его в гроб мраморный, похоронили тело его, блаженного князя, с плачем. В народном сознании Владимир Киевский стал почитаться как святой почти сразу после смерти. Примерно через 300 лет, уже в XIV веке, произойдет его официальное прославление. И до сего дня в лике святых равноапостольных он почитаем как православной, так и католической церковью. Но все это будет потом. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился. И, побежав, пал ему на шею и целовал его.
Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и заколите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся».